Прикол, вот так едешь. Говно, кстати, везде лежит. Просто везде говно. Я не понимаю, зачем вы сюда едете. Здесь смысла нету тусоваться. Просто так вам никто не даст паспорт. Радостные. Сейчас думаем, как в Турции, типа карточка на следующий день придет. Да, хер там. Ездил на велосипеде за этими курьерами, и в итоге я все-таки добился. Забрал сначала карточку жены. Короче, нельзя трогать кактусы. Не трогайте кактусы, в общем. Экономика в жопе. Если вы рассчитываете на то, что вы здесь работать будете или еще что-то, то, ребята, подумайте еще раз. Вот те, кто приезжает, давайте подразумируем, сколько времени вам реально надо без вот пиздежа, без приукрашивания, без вот этого всего. Чё, всем привет! Давно мы не записывали видео на свой канал по тревелу. Кстати, сразу хочу сказать, что я никуда не потерялся. Я очень много снимаю видео, но на другой канал. Вот, поэтому сейчас решили, хорошая погода, решили подснять влог. Короче, это видео про то, как мы уже здесь год находимся в Аргентине. Я хочу поделиться своими впечатлениями, что меня здесь порадовало, что разочаровало. И хотел бы рассказать вообще, почему люди сюда приезжают и стоит ли приезжать сюда в 2025 году, в конце 2024 года. Так что это такое максимально правдивое видео от души, без сценария, без подготовки. Вот просто что мне в голову придет, что я вспомню про Аргентину, что я здесь увидел, что меня радует. Я вам все расскажу честно, как оно есть, чтобы не было ощущения у людей, что как будто бы кто-то пиздит. Так что давайте, поехали. Во-первых, у меня появилась дочка. Кто не знает, не смотрел мои предыдущие видео, у меня дочке уже 9 месяцев. И, соответственно, мы приехали сюда, в Аргентину, год назад. И, соответственно, у нас был план приехать сюда и рожать ребенка. Вот, мы родили ребенка. Коротко про вообще всю эту движуху с детьми, которые планируют люди сюда приехать и рожать. Смотрите, я понимаю вашу мотивацию. Это, скорее всего, документы для ребенка, как минимум, ну и для себя, да. Ну и, соответственно, вообще возможности, которые дает паспорт Аргентины. Вряд ли сюда люди едут рожать из-за фантастического сервиса медицинского или еще чего-то, да, а у всех мотивация, скорее всего, документы. Так вот, по поводу документов сразу, знаете, хочу рассказать немножко. Кстати, там велосипедист едет, так что будь аккуратна. Сейчас оператора несут, надеюсь, не снесут. Вот. Кстати, оператор жена моя любимая. Те, кто собирается сюда приехать рожать, вы, скорее всего, едете рожать из документов сюда. Вам нужно знать и понимать, насколько все немножко сложнее и отличается от того, что пишут там на сайтах, в видосах снимают по поводу получения документов. Я говорю сразу, что мы находимся в Кордове, и в Кордове мы ждали свои документы здесь и до сих пор ждем. Но об этом по порядку. Первый документ, который вы будете получать, да, это ДНИ, то есть карта резидента. Она бывает временная, бывает постоянная. Вот те, кто по родам, они получают сразу постоянную. Родители имеется в виду, ну и дети тоже. Ну и дети, соответственно, рожденные здесь, становятся гражданами. Я думаю, что это ни для кого не секрет. У нас ушел сколько? 6-7 месяцев практически ушло на то, чтобы с момента того, как мы подали на ДНИ, на эту карту резидента, и до момента того, как мы эту карточку получили. Я сейчас немножко подробнее расскажу, как это все было, потому что это достаточно интересный опыт, и мы, если честно, мы думали, гораздо все проще будет, но на самом деле оказалось все дольше, сложнее, больше нервов потратили. Но мы знали, что мы получим этот документ. Но сейчас обо всем расскажу. Смотрите, когда мы подавали документы, это было в феврале месяце мы подали документы. Мы не сразу подали, потому что у нас дочка родилась в ноябре. Почему мы не сразу подали документы? Не было несудимости. Точно, мы документы ждали с России, мы заказали кучу всяких документов. Сразу скажу, что если кто-то думает с помощью посольства получить здесь документы, это булщит полный, вы не дождетесь никогда. Состаритесь, так и не получите свою карту. Так что везите все документы с собой, это раз. Но у нас же не было их с собой. Как мы решили эту проблему? Приятель мне посоветовал компанию, которая занимается отправкой документов, получением документов, да, за нас онлайн. Стоит сказать сразу, сделали все круто, четко. Мы там месяц потратили на все и получили наши документы в Аргентине.
Вот, по стоимости на документы на ДНИ у нас на семью ушло примерно $700-800 со всеми переводами, со всеми там пересылами с другой страны, заказами. Примерно $800. То есть, если вы ехали, вот мы ехали с Турции, мы не знали, что мы вообще будем ребенка создавать, да, и мы как-то к этому постепенно пришли случайно, и наш план корректировался по мере того, как мы вообще жили в Турции, да, и мы решили все-таки поехать в Аргентину рожать. И вот у нас не было достаточно документов, которые люди целенаправленно, например, сразу летят в Аргентину, они уже знают там какие документы, что им надо. А мы, значит, мы поехали без всего, у нас была только справка о несудимости, и то без апостиля, и свидетельство о браке с апостилем. Остальные нам справки пришлось доделать. Вот, короче, $800 примерно с таким сценарием. Если у вас все с собой, то поменьше денег уйдет. Окей, дальше идем. По времени, почему так долго происходит? Смотрите, короче, у нас была такая ситуация. Мы подались на ДНИ в феврале, одобрили нам ДНИ в июне, в конце июня. Получили мы карту через месяц в июле, в конце июля. Верно? В конце июля или в начале августа? 1 августа. 1 августа. Вот, 1 августа мы получили нашу карту. Теперь, почему так долго? Вообще миграционка неторопливо работала. У нас еще, кстати, помимо того, что долго мы ждали, у нас какой-то еще документ требовали, типа, знаете, доказательство того, я просто не знаю, как его правильно назвать, этот документ, какая-то соцопрос, типа доказывающий то, что мы реальная семья, живем вместе, мы не какие-то фиктивные. И вот к нам приходили ребята с, так сказать, подразделения от миграционки, не основное какое-то, тоже у них там есть структура, которая просто занимается интервью. И вот они к нам приходили домой, опрашивали. Самый прикол, что я говорил, так я вам так могу рассказать, типа показать фотки, показать видео вообще за любой год, что мы семья, мы живем здесь до сих пор. Они говорят, нет, это наша работа, ну окей, к нам пришли. И в итоге эти две девчонки к нам молодые пришли, я их встретил у себя дома, а жена у меня с ребенком была в другой комнате. Я говорю, позвать жену с ребенком, ну типа доказательства. Они говорят, да не надо, типа. Я еще так подумал, зачем вы тогда пришли? Могли бы это все там по видеосвязи сделать, не знаю, как-то проще. Но они по-другому к этим вопросам относятся. В общем, пришли, взяли у нас интервью, все окей, выдали нам этот документ, который миграционка запросила, чтобы мы его предоставили. И в итоге мы подали, как вам больше нравится, этот документ, и все, ждали. И вот, короче, нам приходит одобрение, мы радостные. Сейчас думаем, как в Турции, типа карточка на следующий день придет, да, хер там. Пришла карточка через месяц с лишним. И то я за этой карточкой ездил за курьером, просто бегал, искал этих курьеров. Чтобы вы понимали, как ситуация складывается. Вот карточку изготавливает типа какая-то компания, которая занимается изготовлением. Эта компания взаимодействует с почтой Аргентины, Correo Argentina называется. И у этой Correo Argentina есть еще подряд фирмы, разные компании, которые тоже курьерские, которые развозят эти карточки. И они, бывает, не совсем информация у них состыковывается. То есть, условно, вы тречите свою карту где-то на сайте Correo Argentina, почта, да, а на самом деле она там находится вообще у какой-то подряд фирмы, которая хер пойми, как ее, где найти этого курьера, как с ним связаться. Курьер еще прикол, приходит к нам домой, у нас же адрес стоял, типа, приходит к нам домой и просто разворачивается и уходит, потому что у нас внизу домофон, который останавливает их какого-то хрена, они даже не пытаются в него там позвонить или еще что-то. В общем, за карточкой пришлось побегать, я и бегал, наверное, около недели, потратил просто каждый день. Парился, терял свое время, энергию и силы, ездил на велосипеде, у меня, кстати, велосипед. Я ездил на велосипеде за этими курьерами, и в итоге я все-таки добился, забрал сначала карточку жены, и на следующий... в этот же день, буквально в другое время, пришлось несколько раз с утра и вечером ездить за этими курьерами. И в итоге я забрал и свою тоже карту. И вот я получил, мы приходим, и мы с женой такие друг на друга смотрим и понимаем, что мы так много сил потратили, так долго ждали, что мы даже какой-то радости не испытывали. Но потом такие лежим, такие, ну наконец-то мы это сделали. А сейчас, в данный момент, мы подаем, собираем документы, вернее так, документы есть, мы собираем какие-то вот эти регистрации на гражданство. Там куча всяких регистраций в разных каких-то сайтах, которые нужно получить, то там пароль, то какой-то налоговый номер, налоговые какие-то штуки, монтрибута сделать. Это такая головная боль, и
это много сил занимает. Вот если, например, вы работаете, да, вдвоем, да, вы приехали сюда, вы вдвоем работаете, я клянусь, вам кому-то одному нужно просто на неделю уйти в разбор вот этого всего, не работать, заниматься только там подачей, например, на гражданство. На ДНИ попроще, просто долго ждать, а на гражданство там прям надо прямо разобраться, короче. Просто так вам никто не даст паспорт. И вот сейчас мы в процессе разбора всего этого у нас. Сейчас какой этап? Что у нас осталось? Запрашиваем документы. Ну короче, да, суд дает список доков, и вот мы часть документов уже подготовили, часть у нас есть, которые изначально мы уже знали, что нам нужно для гражданства, и вот сейчас какие-то этапы у нас остались мелкие, надеюсь, быстро это все сделаем, но хотя бы податься, то есть нас сейчас держит то, что мы хотим все-таки податься либо в Кордове, думаем, может быть, податься в Буэнос-Айресе, потому что мы планируем все-таки в Буэнос-Айресе тоже пожить какое-то время. Вот, Кордова. И сразу давайте перетекаем. Документы все, разобрались, типа ДНИ, все четко, понятно, но долго. Гражданство нечетко, непонятно, и тоже долго непонятно, сколько мы будем получать. Рассчитываем на год-полтора, ну посмотрим, как оно будет на самом деле. Вот. И то есть, вот те, кто приезжает, давайте подразумируем, сколько времени вам реально надо, без вот пиздежа, без приукрашиваний, без вот этого всего. Вам нужно на ДНИ полгода, на гражданство 1,5 примерно, и даже 2. Вот считайте, 2,5 года на документы, которые вы как бы хотите. Если там где-то кто-то пишет, что быстрее или там за... Это может быть, да, гражданство писали кейсы за 7 или за 8 месяцев, кто-то получил по родам. Не знаешь, что это за люди такие фартовые. Им надо в Лас-Вегас ехать и играть в казино, я не знаю. У нас пока все по супер длинному сценарию. Вот, так что с этим разобрались. Дальше гоним. А Мишелька вообще гражданка. Это ее родина, прикинь? Родина ее. У нее даже сравнивать не с чем. Я здесь родилась, здесь живу. Нигде не была. Да. Дай-ка Мишельчику подсниму. Нет, просто доченьку вашу. Там спит наш пирожочек. Да. Прикол. Прикол. Вот так едешь. Говно, кстати, везде лежит. Просто везде говно. Бесит, что реально говно постоянно. Надо напряжение держать. Ну, как бы в любой момент ты можешь подорваться. Вот бы всем, да, внедрить вот эту мысль в голову, что если каждый уберет за своей собачкой говно, будет супер чистый город. Банально. Я не вижу там собак. Вы верите, не подорвался ли я? Бездомных собак, да, нету. Говно хозяйское. Хозяйское говно, может даже человеческое. Общее впечатление давайте про год в Аргентине. Вот с ребенком гуляем. Отличная погода. Давайте про погоду сразу поговорим. Погода охеренная, потому что мы жили в Питере, мы охерели там, просто дожди нон-стоп. Сейчас кто-то в комментариях напишет: да нет, да там вообще нормально, да Питер вообще шикарный. Окей, ребята, в вашей реальности пускай это будет шикарно, в моей это полный трэш в плане погоды. Анталия, Турция, охеренное лето, ну как бы длинное, да, лето 8 месяцев длится. Очень жаркие 2 месяца, июль, август, даже сентябрь часть, нереально жарко. То есть там просто сидишь дома и не вылазишь, иногда на море вечером сходишь. Тоже слишком тяжелый климат. А вот здесь в Аргентине максимально оптимальный климат. Во-первых, здесь мягкая зима. Зимой бывало даже 30-31 градус. То есть прямо вот посреди зимы может быть такие супер жаркие летние такие дни. И ты как бы такой хоп, шорты одел, футболку одел и такой... Частичка лета, она посреди зимы, да, вот местной зимы, то есть у них там в июле, вот в июле, в июне, да, у них зима, август тоже зима. Соответственно, сейчас август, я на момент съемок зима, но вот посмотрите, вот бегают люди, смотри, в шортах, вот у них зима. Вот, посмотрите, зима у них, нормально в шортах, я сам в шортах. Видите, какая зима? Середина августа, скоро весна, кстати.
Вот. Так что климат мне здесь нравится. И лето такое комфортное, не супер жарко. Климат отличный. Вот кому нравится такое, не экстремальные температуры, ни вниз, ни вверх, Аргентина порадовала климатом. В Буэнос-Айресе не жили, ну, плюс-минус такой же климат, чуть по влажность там выше. Вот, нету сраных дождей. Я люблю дождь вообще в целом, и телеканал, и... Ладно, это не будем, а то сейчас... Нет, тут дожди есть. Вот, я обожаю дожди на самом деле, но когда в Питере жил, меня от них блевать тянуло, потому что они каждый день шли, даже зимой. Вот, а здесь дождь идет, когда он идет, ты радуешься. Прям как у меня в моем городе, откуда я, из Улан-Удэ, там очень редко дожди бывают, сухой климат. И когда идет дождь, ты прям кайфуешь, потому что ты знаешь, что вот он сейчас денечек пройдет, и все, его больше не будет, и надо будет его еще 3-4 месяца ждать. Вот здесь плюс-минус так же. За зиму, ну сколько? Ну раз 4-5 максимум дождь был за всю зиму, не больше. И это супер комфортно, оптимально для меня. Я не люблю по лужам ходить. Вот. Ну когда идет, я опять же говорю, я очень радуюсь этому, это классно. Вот, климат классный. Про сам город, вот мы в Кордове живем. Город очень такой, знаете, я вам скажу, очень комфортный, в плане вот ровный. Типа вот все понятно, такой вот небольшой, хотя как бы второй по численности город в Аргентине, но на самом деле это по инфраструктуре, по там условиям, по какому-то, знаете, вайбу большого города, он находится на, чтобы вам понятнее было, в России вот как 300 тысяч, 400 тысяч города, есть маленькие, то есть вот по состоянию там ухоженности вот город примерно такого уровня, как у нас в России. Или там в других СНГшных городах, кто вот меня смотрит, чтобы вам было понятно, как маленький город, несмотря на то, что он большой. Потому что очень много бедных районов здесь, мы в них не бываем и не были, и, надеюсь, не будем что-то нам делать. Мы как бы живем в своем нормальном районе, ходим в парк, вот мы сегодня вышли в парк, отличная погода, гуляем, вон там карусельки, подсними. Вот Мишелька проснется у нас, мы пойдем на карусельки прокатимся. И, может быть, даже купим сахарную вату. Я ни разу не ел сахарную вату, я вам клянусь, никогда не пробовал. Хочу попробовать, что же это такое, сахарная вата. Кстати, вон батуты, смотри. Видишь, дети прыгают на батутах. Прикол. А там что-то загорелось. А что загорелось? Только что, видимо, махнуло сильно. Достигнута точка. Ага, достигнута точка. Махнуло сильно просто. Махнуло сильно. Вот. Город мягкий, ровный и скучный. Короче, вот типа особо нечего посмотреть. Парочку мест в центре, парочку там, может, супермаркетов, в смысле торговых центров, где может что-то пошариться, какие-то пару музеев, несколько еще парков есть тоже по городу. Ну, вот такое, знаете, типа потусоваться там, не знаю, полгодика, здесь вообще отлично. Потом начинаешь скучать, хочется каких-то движений, каких-то движух, мест, самое главное, даже движухи здесь есть, здесь часто происходят какие-то местные вот испаноговорящие мероприятия, мы на них не ходим, потому что мы ни хрена не понимаем. Вот. Плюс я еще очень много работаю, и все время, которое у меня остается, я провожу с семьей. Вот. Куда-то не хочется лишний раз даже бывает выходить далеко, просто хочется почилить. Я думаю, что вы меня понимаете. Что здесь за год я еще смог более внимательно рассмотреть и понять гораздо лучше, чем когда мы только приехали. Все-таки давайте еще раз про безопасность. Я вам скажу так. За год, слава богу, ни разу ничего не произошло. Никаких проблем. Просто живите в нормальных районах, гуляйте в нормальных местах. Местные потрясающие. Обожаю аргентинцев, очень комфортно. Кому не подойдешь, все с улыбочкой, как бы всегда помогут, подскажут. Вот нравится, короче, вот этот вайб. Потрясающе. Вон, видите, много людей бегает, вообще спортсменов здесь до хера. Тоже, кстати, впечатляет, потому что когда смотришь на людей, которые постоянно занимаются, да, спортом, то что самому хочется. Я вот каждый день в зал хожу и вижу, что тоже аргентинцы постоянно приходят одни и те же, тренируются. Молодцы. Тоже можно за это похвалить. За год еще больше подтвердилось. Просто я уже в одном из своих влогов
рассказывал плюс-минус такую инфу, но это просто еще больше усилилось, подтвердилось и, за год жизни здесь. Чё как с ребенком типа гулять здесь? Вот мы выбираемся в выходные в парк, и здесь очень комфортно. А так по городу, например, ходить с коляской, у них очень узкие улочки, вот эти, раздолбанный нахрен весь асфальт, который, вот ты с коляской идешь вот так вот, и постоянно вниз-вверх, вниз-вверх. Есть пандусы, но не везде, приходится вот эту коляску иногда спускать, поднимать. Это подбешивает с точки зрения инфраструктуры, я же сказал, город по состоянию, ну, мало денег вкладывается в постоянном какое-то развитие города, чтобы он более комфортный становился. Потому что туристов здесь практически нету, денег особо никто не везет, да, за границей никакие компании здесь не открываются, никаких акселераторов IT там нету здесь, соответственно, особого смысла и мотивации развивать город у них нету, потому что город немножко, ну, мне кажется, бедноватый. Буэнос-Айрес — это единственное место, наверное, в Аргентине, да, но он более такой автономный считается, как вот у нас Москва в России, тоже совершенно другой город, отличается от всех. Здесь то же самое, в Буэнос-Айресе деньги, видимо, есть и выделяются, и он более такой похож на европейские города большие в Европе, вот, и там есть деньги, там, соответственно, больше движух, интересностей, и мы вот, соответственно, хотим там пожить. И уже какое-то время я там поживу, я обязательно тоже выскажу свое мнение, расскажу. Но пока Кордова это скучно, обычно, комфортно, да, ну много неудобств таких вот, которые сопутствуют таким не очень развитым городам. Еще дополню, что почему Кордова целый год держал нас здесь. Ну, смотрите, living cost или cost of living, как меня там поправляли в комментариях, здесь очень дешевый по сравнению с Буэнос-Айресом, в первую очередь из-за квартир. Здесь квартиры подешевле стоят, процентов на 30. Вот, соответственно, если в Буэнос-Айресе 2-3-комнатную вы захотите снять с семьей, где-то в более-менее нормальном районе, Вильграно, Палермо, там еще какие-то, то у вас выйдет в районе $1000. Вот. Здесь можно за 600-700 найти очень хорошего качества квартиру, прям такую с нормальным ремонтом, с нормальной внутри инфраструктурой, с охраной, возможно, с уборщицей. У нас есть уборщица, она потрясающая. Натусик, спасибо тебе. Наталья ее зовут. Натусик просто шикарен. Каждую неделю все убирает. Мы вообще про уборку не думаем. Мы поняли, насколько это охеренно. Мы еще как-то, ну, у нас еще маленький ребенок, но вот как только подрастет, мы, соответственно, будем искать услуги нянь. Тоже будем выбирать себе няню, потому что хочется больше свободы и хочется также куда-то вместе выйти, там с женой погулять, пару часиков, отвлечься, вот, и тоже необходимость такая, знаете, нам не 60 лет, если вы понимаете, о чем я. Вот, и нам хочется потусоваться немножко, погулять, провести время вдвоем. А мы пока 24/7 с Мишелькой, с нашей дочкой. Вот. Ну, тоже кайф свой есть, но хочется иногда разнообразия. Вот, поэтому няня, я думаю, эту функцию на себя заберет. Как вот опять же уборщица забрала на себя функцию уборки. Я обычно... Ну, это прям был стресс. Там раз в неделю, раз в 2 недели убираться, прям генеральную уборку делать. Сейчас я вообще про это забыл, и мы кайфуем от этого. Это классно. Вот, так что с квартирами может идти уборщица. Но если даже она не идет у вас с квартиры вместе, вы можете ее найти, они там стоят $5-10 в неделю, будете отдавать за уборку. Офигенно. Респект. О, это попугайчики летают. Вот они самые громкие птицы здесь. Вот если трещат, вот скрипят, я не знаю, там чирикают так громко, это 100% попугаи. Ну, прикольно. Смотри, фрисби кидают собаки. Это. Видишь, собака кидает. Собака на голову себе одела фрисби и бежит. Ну давайте еще вот. Что радует? Такси, в принципе, радует. У меня есть чем сравнить с той же Турцией. Там это стресс, такси вызвать, эту кнопку жать, я не знаю, те, кто был в Турции, они понимают, о чем я говорю. Чтобы там вызвать такси, нам нужно нажать на кнопку, идти на улицу, нажимать на кнопку, ждать. Не понимаешь, когда она приедет. Здесь Uber, Cabify вот в Кордове, в Аргентине там свой местный есть. Короче, Uber'ом мы пользуемся, дешево, доехать там 2 минуты ждешь.
5-7 минут доехать в любую часть города, там, да, вот в этом круге в радиусе, в центре. Нормальная тема. Такси очень хорошо, никто не обманывает тебя, везут аккуратно, в принципе, вежливые таксисты и такие человечные, не знаю, прямо стараются. Молодцы. Короче, такси, вот ставлю лайкос за такси. Мне здесь нравится с такси, никаких проблем, не напрягает. Про еду рассказать немного. Да. И про цены. Смотрите, за год изменилось очень сильно все в Аргентине с точки зрения стоимости на продукты, на все, на услуги, на всякие там госпошлины и прочее. Выросли цены очень сильно. Если когда мы приехали сюда, это был сентябрь месяц, мы пошли в магазин, поменяли там свои доллары и офигели, как все дешево. То есть у нас там в неделю уходило $15, может быть, на все. И мы питались прям очень хорошо, ни в чем себе не отказывали. Сейчас в неделю уходит, у нас примерно $100 на все про все. То есть это еда, овощи, фрукты, орехи, там какие-то траты на мобильную связь, на те же такси, вот $100 в неделю уходит. Раньше это было 15-20 максимум, то есть было гораздо дешевле, в 5 раз выросла стоимость. Но стоит сказать, что сильный рост прямо пришелся на новогодние праздники, и после Нового года, там несколько месяцев, прям очень сильно выросла цена, а само песо относительно доллара не особо менялось. То есть, когда меняешь доллары на песо, ты получаешь не так много песо, а цена растет, и мы не понимали. Сейчас более-менее стабилизировалась, но все равно как бы стоимость подросла заметно, и все еще доступно, но типа уже не так прикольно, как в самом начале. Еда сама здесь, разнообразие большое, можно купить что угодно, в том числе ППшная еда, вот кто любит. Пойдем туда, Марк? Пойдем? Вот, те, кто любит здоровую пищу, здесь можно найти все что угодно, и вегетарианцы могут себя чувствовать нормально, и мясоеды, тем более здесь мясо доступно. Сразу скажу, говядина, вот норм, вообще любую берешь и кайфуешь, а вот курица у них не очень, потому что она, если берешь цельную курицу, вот у нас в России берешь цельную курицу, и она как бы, она небольшая, но плотная, там никаких нет сюрпризов. Здесь берешь курицу, она вот такая огромная, ты ее начинаешь размораживать, там внутри куча льда, снаружи куча льда, какая-то слизь такая снаружи, знаете, приходится ее обмывать. Короче, курица не очень радует, поэтому я цельную курицу не беру сейчас в последнее время, я беру там ножки, крылышки, они чуть-чуть получше, они нету на них льда и они не замороженные, то есть как-то так. Поэтому здесь, казалось бы, курица самый доступный вообще продукт в любой стране, но что-то они как-то немножко хитрят и добавляют туда лишний вес. Странно. Окей. Высохла река, смотри. Точно. Они ее перекрыли, видишь? Что-то они здесь делают, видишь, они засыпали почему-то. Прикол. Вот, помнишь, я здесь фоткался, стоял на этой трубе? Цены на всякие услуги выросли очень сильно. Давайте даже мобильную связь возьмем. Мобильная связь стоила в районе там 1500 песо. Это, чтобы вы понимали, на тот момент, это год назад было...
фотки, которые хочется вот реально посетить. И, во-первых, ну, как классика Игуасу, водопады. Просто фантастическое место. Я, кстати, видел очень разные фотографии и видосики этого места. Есть люди, у которых повезло, они приехали в определенное время, сезон, там не сезон, и вода реально такая вот прям синяя-синяя, вот это, она красиво падает. А есть люди, которые приезжают, и она такая, знаете, как черная, как Кока-Кола, и уже совсем вайб другой, и уже видно, что это не то инстаграмное место, которым оно казалось. Так что вот хочется тоже понять, в какое время. Кстати, напишите в комментах, кто там был и кто шарит, в какое время лучше туда ехать, в какой сезон вообще, чтобы была вот эта вот максимальная красота, чтобы и погода была комфортная в это время, там не супер жарко. Вот. Следующее, что там, на самый юг страны поездить, тоже моя мечта, ледники посмотреть, очень хотелось бы. Да тут много мест, тут даже соседний город Хухуй называется, туда можно съездить, там тоже очень красиво, там эти горы. Я не знаю, если вы смотрели ролик Варламова про Аргентину, он очень много просмотров набрал, наверное, скорее всего, смотрели, если вы интересуетесь Аргентиной. Он там показывал эти кактусы двухметровые, кстати, нельзя здесь срезать, за это даже, по-моему, наказание какое-то уголовное есть. Короче, нельзя трогать кактусы, не трогайте кактусы, в общем. И там есть возле этой деревушки, возле этого городка небольшого Хухуя, там есть вот эти вот пейзажи красивые, с пустынями, вот с этими кактусами, с огромными горами красивыми, с снежными шапками. Боже, так рассказываю даже, как будто бы какое-то художественное произведение. Ты кушать хочешь? Давай что-нибудь купим. Это кто такая? Это что за красавица, да? Это Мишель. Привет. Меня зовут Мишель. Мне скоро исполнится 9 месяцев, да? Ага. Папу ждем. Папу ждем, да? Вот такой перекусончик мы обычно здесь берем. Здесь купаты жареные на углях. И всякие овощи на выбор, как в Subway можно всякие выбрать красиво нам. Здравствуйте, любимая моя. Что, давай перекусим? Что хочу сказать. Есть потрясающая страна, называется Аргентина. В ней очень много интересного, потрясающая природа, классные, отличные люди, с которыми комфортно можно поболтать, познакомиться. Они не напрягают. Менталитет наш с их менталитетом очень мэчится. Комфортно. Экономическая ситуация супер клевая, простите за, супер клевая, потому что я смотрел недавно видос, что там показывали средние зарплаты в этом году в Латинской Америке, худшие зарплаты сейчас на данный момент в Венесуэле. У них там вообще траблы происходят, у них там что-то свергаются правительства, у них постоянно какие-то революции, там гражданские войны. И у них зарплата в районе $3. Так вот, Аргентина занимает второе место с конца. У нас средняя зарплата здесь $160. А еще пару лет назад, там 5 лет назад, здесь средние зарплаты были самые высокие вообще во всей Латинской Америке, доходили до $600. Экономика в жопе. Если вы рассчитываете на то, что вы здесь работать будете или еще что-то, то, ребята, подумайте еще раз. Не та страна, где надо на местном рынке зарабатывать. Удаленная работа, хотите чего-то новенького, хотите документов, готовы посидеть здесь пару лет, чтобы получить и дальше путешествовать по всему миру без визы. Отличный вариант Аргентина. Комфортно сняли себе в Буэнос-Айресе квартиру, какую-нибудь с видом на замечательный океан. И все, и сидите, кайфуете, работаете, гуляете в парках. Отлично. Собаку можете завести, здесь много собак. Вот. А так, в целом, год нашей жизни прошел супер отлично. Я максимально расслаблен, я в творческом порыве много чего делаю. И вот эта вся атмосфера, она
очень круто влияет на таких людей, которые что-то хотят просто новенькое попробовать и лайтовое. Аргентина топ. Спасибо, что посмотрели, ребята. Посмотрите мои остальные видосы про Аргентину, много чего рассказываю. И подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам понравилось. Пока.